Здравствуйте, господа. История у меня сегодня такая. Пришла такая работенка. Это камин на биотопливе. Суть не столько в этой работе, сколько в истории заказчика, который его заказал. Значит, делал он себе ремонт, заказал мебель, поставил мебель на стену. И после того, как мебель поставил, решил, ну, что-то изменилось у него, и решил камин не тот заказывать, который изначально хотел, а другой. Размер, соответственно, у него чуть-чуть отличается. И вот здесь вот это расстояние с одной стороны и с другой у него не хватало там где-то 46-48 миллиметров. То есть этот меньше. Значит, он обратился ко мне. Ну, сначала он сам хотел его поставить. Сначала думал. Значит, сделал себе такую коробку из ДСП под камин на биотопливе. Этот биоэтанол, там он горит примерно там 400 градусов. То есть в деревянной конструкции. И подвесил его еще вот на такие вот кронштейны. Вот саморезики, дырочки остались. Вот саморезы. Когда, конечно, он мне это все рассказал, ну, я был в шоке. Сразу предложил, говорю, это точно вариант плохой. Он предложил ему весь вот этот вот короб переделать, сделать его металлическим. Значит, на металлический он не согласился, говорит, это дорого. Давай оставим мой, но его утеплим. То есть купим лист жестянки, обобьем его, утеплим, ну и повесим на металлические кронштейны, потому что горячий металл, если будет с ДСП соприкасаться, ну, совсем исход как бы такой не очень хороший. И так как ширины его не хватало, вот и на его корпус, а вот эта планка, которую я поставил с одной стороны и с другой. Получается, не хватало там 46-48 миллиметров, я поставил 20-й профиль и миллиметровую шайбу между ними вложил. Ну, щель такая одинаковая, как бы получилось, ну, достаточно прикольно. Ну, в общем, колхоз, он и в Африке колхоз. Когда уже такая ситуация, вариантов других нету. Давайте покажу, что я сделал. И, по моему мнению, так нельзя делать под ответственность заказчика. Сейчас я сниму этот камин, топку, и корпус камина. И покажу, что внутри. Вот так это выглядит внутри. Значит, я все отбил жестью. Вот здесь жестянка, здесь лист жести, здесь лист жести. Внутрь я вложил утеплитель. Везде 50-ка. Кронштейны, соответственно, я тоже сделал металлические. Так видно. Ну, покрасил термостойкой краской, это все как бы понятно. Значит, сзади, соответственно, его тоже, вот он оббит жестянкой. Ну, через глухари будем его крепить на стену. Значит, что я хотел бы порекомендовать заказчикам, это, ну, покупаете, когда такой камин, стоит, я думаю, 1060. Я так думаю. Плюс-минус цать рублей. Экономить на монтаже, ну, это глупость. Я занимаюсь металлообработкой, металлоизделиями. Я бы без проблем сделал бы ему этот аквариум металлический, что он гарантированно бы там стоял бы нормально. Сейчас, я считаю, это колхоз, и вероятность того, что как бы это все не загорится, я не знаю. Я, например, дать не могу, он под свою ответственность, что-то там рассчитали они. Ну, какая здесь экономия? Ну, мне за это дело, за то, что я приехал, снял, забрал, потом поеду, поставлю, материал закупил туда-сюда, я договорился 8000 рублей. Добавь мне еще 1003, я бы сделал бы, весь бы, он был бы металлический, 100% пожаробезопасный и так далее. То есть в чем как бы прикол, где здесь экономия, абсолютно непонятно. Хотелось бы порекомендовать заказчикам как-то думать прежде всего о своей безопасности. Ну и наперед. Вот эти вот колхозные вставки боковые, которые, конечно, смотрятся уже не так. Это белая термостойкая краска Элкон. У нее фактура другая. Здесь глянец, здесь мат. Белый другого не нашли. С ними согласовывали. Ну, как бы смотрится не так. Не хочу сказать, что прям совсем плохо смотрится. Ну, как бы нормально, но все же это колхоз, как бы. Это все-таки не то. Вот. Ну и отвезу, когда я, не знаю, получится, нет, я сфотографирую на месте, если получится. Заказчик пафосный, как бы при нем, может быть, ничего не получится снять. Если получится, добавлю еще фото
как это все встанет на месте. Все, всем пока.